14 ряд. Одна воздушная петля подъема. И сюда же, в эту же арку, нам нужно провязать 15 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. И раз, два, три, 4, 5. Вот так. В арку 13 петель провязали 15 столбиков без накида. Затем сразу же в следующую арку также выполняем 15 столбиков без накида. Раз, два, три. Я здесь уже дальше вязать не буду. Просто провязываем в каждую арку 15 столбиков без накида. Провязали 14 ряд до конца, выполнили последние 15 столбиков без накида. И с самым первым столбиком без накида мы просто соединяемся соединительной петлей. 15 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще одна воздушная петля, как арка. Накид. Следующий столбик пропускаем и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Один столбик пропускаем и в следующий столбик с одним накидом. Опять одна воздушная петля, один столбик пропускаем и в следующий столбик с одним накидом. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Выполняем одна воздушная петля, пропускаем один столбик и в следующий столбик с одним накидом. Провязали 15 ряд до конца, выполнили последний столбик с одним накидом и одну воздушную петлю. Передо мной здесь остался один столбик, который мы по рисунку пропускаем. И соединиться можно прям вот так за воздушные петли подъема. Просто вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. И всего столбиков с одним накидом у нас должно получиться 120, потому что у нас здесь в работе всего 8 раппортов. В каждом раппорте мы здесь провязывали 15 и 15 столбиков без накида, то есть всего 30 столбиков без накида. 30 умножить на 8 раппортов получается 240 столбиков без накида у нас было. И получается, так как мы пропускали один столбик в этом ряду, то у нас всего должно получиться 120 столбиков с одним накидом. И сейчас я нить буду обрезать, потому что следующий ряд я буду вязать другим цветом. Теперь приступаем к 16 ряду. Я присоединяю себе другой цвет, другую нить. Если вы продолжаете вязать тем же самым цветом, сейчас выполняем одну воздушную петлю подъема. Вот так, одна воздушная петля подъема. И вокруг этого же столбика, то есть воздушных петель подъема предыдущего ряда, нам нужно провязать попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Выполняем накид. Крючок немножечко вот так назад заводим и вокруг этого же столбика провязываем вот так столбик с одним накидом. Он у нас таким захватом получается рельефный лицевой. Накид. Опять вокруг этого же столбика. Крючок вот так назад немножко. Обхватываем само тело столбика и провязываем столбик с одним накидом. Это уже второй мы провязали. Опять накид. Вокруг этого же столбика провязываем третий столбик. Накид. И опять вокруг этого же столбика провязываем четвертый столбик с одним накидом. Он у нас получается рельефный лицевой. То есть вот вокруг одного столбика мы навязали 4 столбика. И теперь мы вытягиваем немножко вот так петлю. Вставляем крючок в первый из этих 4 столбиков и закрываем их в попкорн. У нас этот попкорн получается из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Теперь сразу же в следующую арку одной воздушной петли мы выполняем
столбик без накида. Затем вокруг следующего столбика мы также провязываем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Выполняем накид, вставляем крючок вот так за само тело столбика и провязываем столбик с накидом. Он у нас получается рельефный лицевой. Один, опять накид и вокруг этого же столбика. Второй накид, опять вокруг этого же столбика. Третий накид. И четвертый столбик с одним накидом вокруг одного столбика. Вытягиваем немножко петлю и закрываем в попкорн с первым из этих 4 столбиков. Вот так. Затем сразу же в следующую арку одной петли выполняем столбик без накида. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку одной петли один столбик без накида, и вокруг каждого столбика с накидом у нас попкорн из 4 рельефных столбиков. У нас должно получиться 120 таких попкорнов. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 16 ряд до конца, выполнили последний попкорн, в самую последнюю арку выполнили столбик без накида, и теперь соединяемся с самым первым попкорном, вот за попкорном. Здесь у нас была воздушная петля подъема, мы вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. Если вы будете продолжать вязать дальше этим же цветом, то сейчас выполняем соединительную петлю вот сразу в следующий столбик без накида, который у нас был в арке. Вот так. Но я же сейчас эту нить обрежу, потому что я буду менять цвет. Итак, сейчас приступаем к 17 ряду. Я здесь сейчас присоединяю новый цвет, новую нить. Вы же здесь сейчас находитесь уже. Сделали соединительную петлю, если вдруг вы тем же самым цветом вяжете. Все. И сейчас нам в этот столбик без накида нужно провязать 2 столбика без накида. Выполняем 1 воздушная петля подъема и провязываем 2 столбика без накида сюда же, в этот же столбик. Первый столбик без накида и второй. Попкорн мы пропускаем и в следующий столбик без накида также провязываем 2 столбика без накида. Раз, 2. Опять попкорн пропускаем, в следующий столбик без накида провязываем 1, 2. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждый столбик без накида мы провязываем 2 столбика без накида, а все попкорны мы пропускаем. Провязали 17 ряд до конца, выполнили последние 2 столбика без накида, и с самым первым столбиком мы просто соединились соединительной петлей. Теперь приступаем к 18 ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 1 воздушная петля, как арка. Накид, следующий столбик пропускаем и в следующий выполняем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. 1 столбик мы пропускаем и в следующий столбик с одним накидом. Опять 1 воздушная петля. 1 столбик пропускаем и в следующий столбик с одним накидом. И сейчас по завершении вот этого ряда, который мы обвязывали столбиками без накида, если у вас работа фалдит, ничего страшного, видите, у меня она тоже вот вся волнами пошла. Но у нас все это дело растянется и все будет ровно. А сейчас продолжаем вязать ряд до конца. 1 столбик пропустили и в следующий столбик с накидом. И между ними по 1 воздушной петле. Провязали 18 ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом, 1 воздушную петлю. И передо мной как раз остается 1 столбик, который мы по рисунку пропускаем. И здесь мы соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Вот так. Теперь приступаем к 19 ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И вокруг этого же первого столбика, в нашем случае воздушных петель подъема, нам нужно провязать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Сделали 1 воздушную петлю подъема, накид.
крючок немножко назад, обхватываем вот так тело столбика и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот так. Затем сразу же в следующую арку провязываем столбик с одним накидом. Вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой с одним накидом. Сделали накид, крючком обхватываем вот так сам столбик и провязываем столбик с накидом. Он у нас получается рельефный лицевой. Затем сразу же в следующую арку столбик с накидом. Потом опять рельефный лицевой. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вокруг каждого столбика рельефный лицевой с одним накидом и в каждую арку столбик с одним накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 19 ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом в последнюю арку одной воздушной. И здесь мы просто соединяемся с самым первым столбиком рельефным лицевым в вершину. Вот так. Если вы продолжите вязать дальше, то здесь и остаемся. Я же сейчас поменяю нить. 20 ряд. Сейчас в самый первый столбик рельефный лицевой. Вы тут уже находитесь, если продолжаете вязать тем же цветом. Я сюда сейчас присоединяю новый цвет. Выполняем одну воздушную петлю подъема. И сюда же, вокруг этого же столбика первого рельефного лицевого, нам нужно провязать попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Сделали одну воздушную петлю подъема, накид, крючок немножко назад, и вокруг этого же рельефного столбика нам нужно провязать 4 столбика рельефных лицевых. Раз. Два. Три. И 4-й столбик. И закрываем эти все 4 столбика вместе в попкорн. Затем выполняем 2 воздушные петли. Столбики с накидом, которые у нас были обычные в арке, мы их пропускаем. И уже вокруг следующего рельефного мы провязываем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. То есть в этом ряду мы вяжем только попкорны. Провязываем вокруг одного столбика 4 столбика и закрываем их в попкорн. И между всеми попкорнами выполняем 2 воздушные. Раз, два. И опять столбик пропустили, обычный, а вокруг рельефного провязываем попкорн. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 20 ряд до конца, выполнили последний попкорн, 2 воздушные петли и теперь соединяемся с самым первым попкорном, за ним соединительной петлей. Вот так. И теперь, если вы будете продолжать дальше вязать тем же цветом, то сейчас выполняете соединительную петлю вот сразу же в следующую арку 2 воздушных петель. Но я здесь сейчас эту нить обрежу и буду менять цвет. И также хочу вам показать, чтобы вы не переживали, если вдруг работа у вас кривится. То есть посмотрите, она у меня тоже сейчас вся кривая. Но если мы руками расправляем, то она у нас становится, видите, она совершенно ровная, здесь ничего лишнего, она не фалдит и не стягивает. Просто здесь у нас были большие арки, потом у нас сразу большое количество попкорнов, они очень рельефные, поэтому у нас вся салфетка немножечко кривая, но в дальнейшем она у нас будет идеально ровная. Итак, сейчас приступаем к 21 ряду, и я присоединяю нить нужного мне цвета, то есть вы сейчас находитесь в арке, который у нас сразу после первого попкорна идет. Я сюда вставляю крючок, цепляю нужного мне цвета нить, вытягиваю ее. Здесь цепляю сразу 2 нити, как обычно, и протягиваю до тех пор, пока у меня хвостик весь этот не вылезет. Все, и затягиваю это дело. Теперь у нас оно никуда не денется. И вот этот хвостик я даже сейчас вот так вплету под столбиками. Итак, сейчас выполняем в эту же арку 2 воздушных петель, где мы сейчас находимся, столбик без накида. Затем
выполняем 2 накида на крючок и выполняем столбик рельефный лицевой с 2 накидами вокруг столбика с накидом, который сразу под нами идет. То есть в предыдущем ряду мы попкорны вязали вокруг рельефных столбиков, а обычные мы пропускали. И вот в этом ряду мы будем вязать вокруг этих столбиков столбики с 2 накидами. Рельефные лицевые. Сделал 2 накида на крючок. Обхватываем вот этот столбик, который сразу под нами. Вот так. Сразу за тело столбика. И провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Затем опять в эту же арку, в которую мы уже столбик без накида сделали, выполняем еще один столбик без накида. Вот так. Затем попкорн мы пропускаем и уже в следующую арку мы провязываем столбик без накида, 2 накида на крючок, рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг столбика с накидом, который сразу ниже идет. Затем опять сюда же, в эту же арку, провязываем столбик без накида. Опять попкорн пропускаем, и в следующую арку у нас уже раппорт опять повторяется. Столбик без накида, затем рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг столбика с 1 накидом, который сразу идет под нами. И столбик без накида сюда же, в эту же арку. То есть вот таким образом у нас получается в этом ряду. Вяжем таким образом до конца. Провязали 21 ряд до конца, в последнюю арку выполнили столбик без накида, столбик с 2 накидами рельефный и столбик без накида. И с самым первым столбиком мы просто соединились соединительной петлей. И я вам еще раз показываю то, что моя салфетка тоже фалдит, поэтому если у вас фалдит, вот смотрите, то есть ничего страшного, продолжаем вязать дальше. Теперь приступаем к 22 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот же столбик без накида. Рельефный столбик мы пропускаем, который с 2 накидами, а в следующий столбик без накида провязываем также столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик без накида. Рельефный с 2 пропустили, и в следующий столбик без накида также столбик без накида. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Выполняем столбики без накида только в столбике без накида, а все рельефные столбики с 2 накидами мы пропускаем. Вот так. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 22 ряд до конца, выполнили последний столбик без накида, и с самым первым столбиком мы просто соединяемся соединительной петлей.